Так и начинается утро, когда ты решаешь наконец-то обзавестись правильными утренними рутинами. Лично мое утро претерпело множество изменений за последний год. За этот год я поняла, что если хочешь, чтобы что-то было сделано, делай это утром. А потому мое утро очень занято разнообразными рутинами, задачами, привычками. В поисках полезных привычек успешных людей я начала читать книгу Хэла Элрода «Магия утра». Он предлагает выполнять 6 практик до того, как начинается день, то есть рано утром. Практики, которые он предлагает, это тишина, чтение, аффирмации, визуализация, ведение дневника и физические упражнения. И так я решила попробовать этот подход. В течение нескольких дней засекала, сколько времени мне понадобится для каждой деятельности. Для начала подъем в 5 часов утра. Радует тот факт, что солнце уже взошло. Без плана дня и причины почему вставать с кровати сложно. Поэтому я поминутно планирую первую половину дня вечером. И когда просыпаюсь, я знаю, что мне некогда лежать. В книге рекомендуется после пробуждения посидеть в тишине или медитировать. Но для меня это не сработало. Я стараюсь быстрее встать и освежиться, чтобы прогнать сон. Обязательно пью с утра воду. Обычно я ем сразу после пробуждения, но по плану нужно заниматься физической активностью и не напрягать организм перевариванием пищи. В качестве физической активности я выбрала бег, хотя зимой я бы выбрала йогу. Можно выбрать любое занятие, главное разогнать кровь и заставить сердце работать активнее. Физические упражнения, особенно утренняя пробежка, прежде всего сложны ментально, поэтому очень важно определить для себя свое «почему». Как говорит автор книги, душ нужно заслужить. А вот сейчас это хорошее время для медитации. Сложнее всего медитировать, когда ты наполнила чем-то свою голову, разговорами, книгами, просмотром новостей. Кстати, это одна из причин, почему я намеренно не захожу в соцсети сразу после пробуждения. Медитация не самый простой процесс. Я его часто провожу в размышлениях, но порой мне удается сосредоточиться на дыхании. В любом случае, это отличная возможность посидеть тихо и подумать. Не трачу на аффирмации не больше 2 минут, иначе они могут закончиться погружением в размышления. Что касается визуализации, я представляю, какой я себе хочу видеть в будущем и чего достигаю, как будто это происходит сегодня. Наконец-то, время завтрака. Автор не рекомендует завтракать до завершения всех практик, так как переваривание пищи отнимает энергию и кровь от мозга приливает к желудку. Но утром энергия необходима для мыслительной деятельности, которая очень активна в это время. Часто я читаю во время завтрака, но иногда откладываю книгу и концентрируюсь на том, что я ем. Потому что если я этого не делаю, то чаще чувствую желание что-нибудь поесть, даже когда я не голодная. Читать книгу в течение 15-20 минут в день – это идеальное время. Это немного, чтобы сказать, что нет времени, но этого достаточно, чтобы подчеркнуть идеи и занять мозг полезными размышлениями, а не мыслями о бренности своего существования. И, наконец, мы подошли к последней части чудесного утра. В этой части я буду писать. Пожалуй, это моя любимая часть, когда можно просто сесть и спокойно писать свои мысли. Можно воспользоваться бумажным блокнотом, телефоном или компьютером. Но после того, как у меня появилось слишком много записных книжек, я стала хранить все свои записи и мысли в электронном виде. То же самое я делаю с книгами. Хотя автор говорит о ведении дневника, где нужно писать о своих свершениях и целях, у меня никогда не получалось заниматься этим постоянно, тем более ежедневно. Вместо этого я пишу свои идеи и размышления. Для меня утро — это время, которое я посвящала английскому языку. Поэтому я объединила эти 2 занятия и стала писать на английском языке, тренируя свои способности. Я публикую свои записи в Instagram, чтобы получать отзывы от других людей. Итого я трачу примерно 2,5 часа на свое утро. Это, конечно, много. Так как я уже давно работаю над своим утром, то советы из книги не изменили кардинально мое утро. Но я все равно нашла много полезных советов в процессе чтения. Главное понимать, что все эти привычки можно и нужно подстраивать под себя. Мы все разные, и важно выбирать для себя то, что работает и приносит пользу. Отдайте самый высокий приоритет своему саморазвитию и пошаговому изменению своей жизни. И если вы хотите, чтобы это точно было сделано, делайте это утром. Привет, меня зовут Лана, и спасибо за просмотр этого видео. Если понравилось или не понравилось, обязательно оставляй комментарии, потому что они мне очень помогают. Также смотри другие видео про минимализм, здоровое питание и саморазвитие.